Спустя 2 года большой войны и 1,5 года бессрочной мобилизации в российском обществе возникла особая группа граждан. Для них антивоенный протест не просто способ выразить позицию, но буквально вопрос жизни и смерти. У людей этих нет дилеммы – протестовать или другими делами заняться. Путинская система сама не оставила им возможности тихо сидеть дома и не выступать. А теперь не может запугать никакими репрессиями, потому что речь о семьях мобилизованных. Сейчас в России не проходит и 3 дней, чтобы очередной рецидивист, вернувшийся с фронта с президентским помилованием, кого-нибудь не убил или не изнасиловал. Однако люди, прежде закон не нарушавшие и мобилизованные в позапрошлом году по повестке, лишены права вернуться домой живыми. Уже никто и не скрывает, что так называемых мобиков даже после тяжелых ранений недолеченными гонят обратно в окопы. Официальные лица, как устно, так и в ответах на все письменные обращения, повторяют семьям мобилизованных одно и то же. Если ваш муж, брат, отец или сын не пропадет без вести, то вернется в гробу или инвалидом. Смиритесь и примите это как факт. В это же время пропагандисты обливают солдатских жен и матерей помоями, клеймя их скандалистками, туповатыми домохозяйками, которые только путаются под ногами у воюющей армии. Так прямо и говорят по телевидению. Последние несколько месяцев система собственными же действиями приближала результат, прямо противоположный ею желаемому. Она не заглушала протест, а подогревала, заставляла его очень быстро эволюционировать. Те самые женщины, прежде совершенно далекие от политики, стали регулярно выступать на оппозиционных площадках в Ютубе, создавать каналы в Телеграме и дотошно изучать исторический опыт женских протестов прошлого. За несколько месяцев они проделали колоссальную работу. На днях движение жен и матерей мобилизованных «Путь домой» анонсировало новую акцию протеста. Далеко не все в оппозиционной среде вообще поняли смысл и задумку грядущей акции. Кто-то назвал ее странной, кто-то нелепой. Но правда в том, что солдатские жены и матери, которые вынужденно погрузились в политику лишь недавно, кое в чем уже на голову обогнали некоторых оппозиционных спикеров. Сегодня мы поговорим об анонсированном марше пустых кастрюль, о достаточно малоизвестной в России форме протеста, которая доказала свою эффективность в целом ряде латиноамериканских и западноевропейских стран. В эту субботу, 6 апреля, родственники мобилизованных и те, кто им сочувствует, наденут белые платки или шарфы, возьмут в руки гвоздики и ровно в 12 часов пойдут к воинским мемориалам в разных городах России. Самое масштабное возложение цветов, как всегда, в Москве, в Александровском саду, к могиле неизвестного солдата. Описанная акция – это, конечно, никакая не новость. Отважные женщины еще несколько месяцев назад буквально создали новую реальность. В этой реальности в столице и других городах воюющей страны, прямо посреди ожесточенной диктатуры, люди выходят на антивоенный протест, а репрессивная машина попросту не знает, что с ними делать. Трогать семью солдата или офицера, который сейчас на войне, это большой риск для системы. А когда к мемориалу приходят несколько сотен человек, поди разбери, кто из них семьи мобилизованного, а кто сочувствующие. Иногда участников акции все-таки задерживают, назначают штрафы. А жены и матери мобилизованных берут и приходят на все суды по таким делам, не бросают тех, кто вышел вместе с ними, и даже умудряются оперативно собирать деньги на выплату штрафов. Как я уже сказал, это все не новость. Антивоенные акции пока еще не особо крупные, но мало-помалу привлекают новых людей, охватывают все больше городов. Самое главное свойство этих протестов – они регулярные. Уже на протяжении многих месяцев, за редким исключением, они проходят каждую субботу в полдень. Но в эту субботу состоится не только привычная акция. В 17 часов, в 5 вечера, после акции семьи мобилизованных выйдут на балконы своих квартир, взяв в руки кастрюли. И в течение нескольких минут будут бить в них, как в барабаны, протестуя таким образом против войны и мобилизации. Конечно, не все соседи будут рады, но пошуметь у себя в квартире в 17 часов выходного дня совершенно законно и никому не мешает. Звук этот будет громкий и разноситься будет далеко. 2 человека в разных концах микрорайона уж точно друг друга услышат. А сотни человек наполнят барабанным боем небольшой город. Если немного пофантазировать и предположить, что к акции присоединятся мои подписчики из России, то протест может приобрести всенародный характер. Главное, чтобы его хотя бы не высмеивали ведущие других оппозиционных каналов.
Да, никто не обязан своих зрителей к такой форме антивоенной активности призывать. Важно просто не мешать. Есть две основные причины, почему может возникнуть соблазн маргинализировать эту затею. Я уже читал такого много и видел, и это мне не понравилось. Причина первая. Якобы семьи мобилизованных не против войны, а за ротацию. Дескать, они хотят заменить своих родных на чьих-нибудь чужих. Не совсем понятно, откуда возник этот миф и почему его распространяют некоторые даже вполне уважаемые журналисты. На протяжении последних месяцев движение «Путь домой» бьет в одну и ту же точку, выступая с предельно конкретными требованиями. Отпустить домой всех мобилизованных. Отпустить всех военнослужащих-контрактников, у кого контракт истек или есть желание разорвать его досрочно. Главное требование движения – издать указ о завершении мобилизации, подписать документ, прекращающий мобилизацию. И именно к этому требованию женщины просят присоединиться всех российских граждан, а никакой не ротации. Вернуть солдат домой! 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 Вторая причина, почему не государственная власть, а сама оппозиция может потушить протест, относится к тому, что мы проговорили в начале. Многим людям очень хочется отыскать несуществующую в природе волшебную палочку, чтобы вжух, и после одного общественного действия диктатура вдруг исчезла, уступив место прекрасной и свободной России будущего. Такие люди в свое время крутили пальцем у виска и говорили: вы чего, мол, собираетесь свергнуть Путина мирной акцией, какими-нибудь хороводами, шариками или посветив в небо фонариками? Такие люди обязательно скажут подобное и про шум в городах через битье в кастрюле. Дескать, это бессмысленно по сути и нелепо по форме. Так вот, это все совсем не так. У женщин, чьи родные каждую секунду могут погибнуть, пропасть без вести, получить увечья, у них соображалка вообще-то работает получше, чем у нас с вами. Они действительно изучили зарубежный опыт и не в первый раз выбрали метод, который пусть и, может, не приведет к немедленным изменениям, но окажется эффективным на длинной дистанции. У историков нет единого мнения, где и когда произошел первый марш пустых кастрюль. Широко распространенная легенда, будто это случилось 8 марта 1857 года в Нью-Йорке во время протеста работниц текстильных предприятий. Достоверных подтверждений этому, впрочем, нет. Зато задокументированы акции с битьем в кастрюле во Франции в 30-е годы 19 века. В 20 и 21 веках кастрюльные марши проходили в самых разных странах, но в первую очередь они ассоциируются с государствами Южной Америки. Особенно с Чили времен диктатуры Аугусто Пиночета. Недаром у такой формы протеста есть еще одно название, пришедшее как раз из испанского языка – касероласа, от испанского кассерола – кастрюля. Низложение диктатуры Пиночета – это хрестоматийная история о том, как гражданское общество, имея весьма скудные ресурсы, смогло без крови положить конец режиму, казавшемуся незыблемым и вечным. Режиму, при котором успело вырасти целое поколение чилийских граждан. У нас на канале есть отдельное видео о том, как чилийцы смогли освободить себя от Пиночета. Многие зрители назвали его чуть ли не самым мотивирующим за всю историю канала. Но там описан только один успешный ход, который предприняла оппозиция – прямой разговор со зрителями посредством коротких передач, которые власть имела глупость допустить до телеэфира. А были и другие протестные действия, которые сработали благодаря терпению и настойчивости граждан. Среди них был и тот самый касероласа. Родственницы мобилизованных не в первый раз берут за основу успешный латиноамериканский опыт. Но не слепо его копируют, а адаптируют к российским реалиям. Выходить на центральную площадь с белыми косынками на голове придумали аргентинки в 1977 году. Это были матери площади Майя, протестовавшие в столице Аргентины, где власть удерживала жесточайшая военная хунта. К слову, военная хунта в итоге рухнула, и во многом благодаря женскому протесту. В 1923 году наши соотечественницы переработали этот опыт. Они предложили выходить на улицу не только женщинам, повязав белые платки, но и мужчинам, надев белый шарф. И не просто выходить, а возлагать цветы к военным мемориалам. Это блестящая идея. В России не найти семьи, в которой кто-нибудь не воевал в Великой Отечественной войне. Положить гвоздики к вечному огню – социально одобряемое действие, а помешать возложению
Полное кощунство. Женщины призывают каждую субботу съезжаться на акции в Москву. И это правильно. Самый важный протест – это всегда протест в столице. Но движение «Путь домой» постоянно расширяет свою географию. Все чаще хоть 10, хоть 5 человек надевают белые платки и шарфы в новых и новых населенных пунктах. Что касается Касараласа, его родственницы мобилизованных тоже очень грамотно видоизменили. Они хоть и называют акцию маршем пустых кастрюль по аналогии с зарубежными протестами, но речь все-таки идет не о марше. К уличному маршу сейчас любому россиянину присоединиться страшно. А вот попротестовать, не покидая дом, совсем другое дело. Такого рода протест выглядит и звучит очень эффектно. Вот посмотрите на недавний пример из Аргентины, когда как раз в домах стучали. En Boedo también. Almagro y Parque Patricios también reportan cacerolazo. Считаю ли я, что уже в эту субботу, 6 апреля, зазвенит вся Россия от Сахалина до Калининграда? Маловероятно, хотя хотелось бы. К акциям, не обещающим немедленного результата, участников которых так легко высмеять, сначала присоединяются самые безбашенные. Потому что даже если рядом нет никакого ОМОНовца с дубинкой, все равно нужно собраться с духом, преодолеть собственное внутреннее сопротивление и совершить действие. Даже если не грозит ни арест, ни штраф, человеку боязно показаться странным и смешным. Но завтра точно найдутся люди, которые сделают первый шаг. Наверняка среди них будут и зрители моего канала. Их увидят, а скорее услышат другие люди. Они поймут, что это не стрёмно, что это движуха, к которой классно присоединиться. Когда пара человек с одного двора услышат друг друга, а заодно и отдаленный звон из соседнего района, то тогда всех причастных охватит эйфория. К сегодняшнему дню граждане России приобрели одно очень важное качество. Оно дает надежду, что все с нашей страной будет хорошо. Миллионы россиян превратились в кого-то вроде Энди Дюфрейна из фильма «Побег из Шоушенка». В людей, которые ради свободы готовы ковырять бетонную стену столько, сколько потребуется, не отчаиваясь и не опуская рук. Все начало 24 года прошло под этим знаменем. Люди хотят действовать. Совершить акт гражданского героизма, выйти в пикет с плакатом. Это готовы немногие, десятки людей. Взять на себя не такой большой риск, но все-таки осязаемый, и возложить цветы в полдень в субботу готовы уже тысячи. Оставить свои паспортные данные в подписном листе за Бориса Надеждина захотели сотни тысяч. А уж анонимно кинуть бюллетень в урну против Путина миллионы. И почти никто не отчаялся, когда был опубликован официальный результат. Настроение у граждан страны иное. Что мы еще можем сделать? Как будем дальше пробивать стену? Невозможно предсказать, что именно станет последней каплей. Потенциал для политических изменений копится постепенно, но когда накапливается критическая масса, любая мелочь, любая несуразица может стать искрой, которая разожжет большое пламя. В какой момент это произойдет, никто не знает. Но точно можно сказать, когда в России все зазвенит во время протеста, даже пусть и из окон домов, когда это начнет происходить в достаточно большом количестве городов, а в Москве в достаточно большом количестве районов, иллюзия общественного одобрения всего происходящего испарится, а вместе с ней и легитимность Путина. К слову, кстати, о ЦИКе. Если вдруг взять и принять на веру данные Эллы Памфиловой, то за Дованкова проголосовали более 3 миллионов россиян. В действительности гораздо больше, конечно. В Москве на честных участках он набрал не 3 с лишним процента, а под 25% и более. Но было бы, допустим, это правдой, вот что правда 3%. Для всероссийского протеста, который потрясет существующие устои, с запасом хватит и половины из тех 3 миллионов, которые сделали нетривиальную вещь. Сначала назначили одного из кандидатов антивоенным, независимо от того, что по этому поводу думал сам кандидат, а потом за него проголосовали. Акция протеста уже считается всенародной и выглядит всенародной, когда в ней принимает участие 1% граждан. В нашем случае это 1,5 миллиона человек. Но это справедливо для уличных акций. А уж наделать шуму на всю страну может даже меньшее число людей. Идея, которую предложило движение «Путь домой», очень хорошая. Мы можем себе представить ОМОНовцев, которые оцепляют конкретную площадь, где идет митинг.
Да и то, если митинг не слишком большой. Большие митинги полиция уже не разгоняет, а охраняет. А как оцепить целый квартал и каждый дом в этом квартале, чтобы понять, кто там в кастрюлю стучит? Как разогнать 1 миллион человек, рассредоточенных по городам России? А 10 миллионов? Никак. Конечно, путинизм не закончится завтра ни в полдень, ни в 5 вечера. Но движение «Путь домой», кажется, подсказало нам очень перспективное и правильное направление. Так что давайте попробуем. Небольшой паскриптум. Я прочитал, что у одной из лидеров движения «Путь домой» недавно на фронте погиб брат. На войне все еще остается муж. Приношу свои соболезнования. Держитесь и продолжайте бороться, и не отступайте. До завтра.